Здравствуйте, Сергей Пархоменко. Мы здесь находимся в диалог-бюро Вена. Это гражданская организация, которая работает по Восточной и Юго-Восточной Европе. Да, спасибо, очень рад у вас тут оказаться впервые в вашем доме здесь, в Вене. Да, спасибо. Начало года означало уже 25 лет правления Владимира Путина в России. Четверть века, который привел нас к войне и многим другим последствиям. Что итог вот этого четверти века? И есть ли вообще кардинальные изменения за это время? Это очень правильная постановка вопроса. К сожалению, многие об этом забывают, что то, что происходит в России сегодня, и то, что ужасает людей, и то, что, в общем, никого не может оставить равнодушным, это все началось не, скажем, в 22 году, когда началось полномасштабное вторжение, агрессия Путина против Украины, и даже не в 2014 году, когда путинская диктатура захватила Крым и начала войну в Юго-Восточной Украине. Все это началось не тогда. То, что мы видим сегодня в России, это действительно результат очень длинного развития, очень долгого процесса, на котором можно заметить разные важные этапы. И не понимая этого, невозможно объяснить то, что происходит сегодня в России. Вот эти все вопросы, которые мы часто про Россию задаем, а где же русское гражданское общество, а где же российские оппозиционеры, а почему люди не выходят на улицу, а почему в России закрываются независимые медиа, почему огромное количество журналистов уехали из России, почему в России прекращаются разные гражданские правозащитные проекты, переезжают за границу или просто закрываются. Невозможно ответить на эти вопросы, если не понимать вот всю эту длинную перспективу. И не понимать, что действительно для этого потребовалось 25 лет. Действительно 25 лет происходит это развитие, и процесс начался в самом начале появления Путина. Первое, что стал делать Путин, он стал ограничивать свободу медиа, он стал разрушать крупные медиакомпании, которые существовали тогда в России. Он стал передавать из рук в руки собственность в области медиа. Он стал менять законодательство в области гражданской активности, правозащитных проектов и так далее. Все это началось очень давно. Это все началось 25 лет назад. И то, что мы видим сегодня, готовилось 25 лет. Что мы можем назвать результатом этой путинской деятельности? Конечно, разрушение гражданского общества в России. В России создана среда, в которой криминализовано, не просто затруднено, не просто находится в неблагоприятных обстоятельствах, не просто находится под давлением, не просто находится под подозрением государства и так далее. Криминализовано большое количество видов деятельности людей. Криминализована журналистика. Сегодня независимая журналистика – это форма преступления против российского государства. И так российское государство трактует это и имеет для этого специальные статьи в Уголовном кодексе. Сегодня гражданская активность, неконтролируемая государством, криминализована. Сегодня контакты между разного рода гражданскими проектами, российскими и зарубежными, криминализованы. Это преступление. Это форма государственной измены с точки зрения российского законодательства сегодня. И в какой-то мере криминализованы, например, научные, образовательные контакты. Сколько в России находится под следствием, под домашним арестом или просто уже сидит в тюрьме, получив большие сроки, людей, все преступление которых заключается в том, что они поехали участвовать в международную конференцию, прочли там лекцию или прочли доклад на какую-то научную тему
и были после этого обвинены в государственной измене, в шпионаже, в каких-то ужасных преступлениях против российского государства. А это всего только научная деятельность. Это всего только научный обмен. Это всего только совместные исследования. Так что вот это, на мой взгляд, важнейший результат, когда из жизни российского общества вырезаны целые большие куски и объявлены преступления. С точки зрения международного мира, в двойном значении, да, мы видим итоги, конечно, действительно в войне против Украины и вообще в давлении на многие другие страны и государства, общества. А была ли с самого начала такая цель? Или, как тебе кажется, она в какой-то момент поменялась? И почему? Нет, я не стал бы здесь видеть какую-то предопределенность или какой-то долгий заговор. Вот Путин 25 лет назад уже все придумал, а теперь он только это реализует. Нет, конечно. Взгляд на мир менялся постепенно. И постепенно Путину и тем, кто его окружает, казалось, что они могут все больше и больше, что у них есть все больше и больше возможностей. Я бы сказал, что они постепенно превратились в религиозных фанатиков. Они религиозно верят во власть денег. И у них было... Именно денег. Именно денег. Прежде всего денег. Они считают, что... Не какого-то определенного государства над другими, или нет. там роль Это появилось позже. Это уже украшение на этой конструкции. А в основе конструкции абсолютно религиозная вера в абсолютную власть денег. И на протяжении путинского правления было несколько эпизодов, когда он получал подкрепление этой своей позиции. Когда он купил канцлера Германии. И я думаю, что для него, для человека такого очень германофильского, известно, что для него огромную роль сыграли те несколько лет, которые он провел в Германии, немецкий язык, вот все, что связано с Германией, для него чрезвычайно важно. Восточная Германия, ГДР. Да, это была еще ГДР. Это была ГДР, но все равно это Германия. И я думаю, что потрясение, которое он сам испытал, когда вдруг он понял, что он купил канцлера Германии за деньги и может делать с ним, что хочет. Он в значительной мере купил президента Франции, он в значительной мере купил премьер-министра Италии, его отношения там с Берлускони и с Саркози очень странные отношения. Потом он купил Олимпиаду за деньги, как мы знаем, за огромные взятки, и это была колоссальная коррупционная схема. Потом он купил чемпионат мира по футболу за деньги. Это была колоссальная коррупционная схема, с тех пор раскрытая, расследованная. Мне кажется, что эти вещи сыграли свою роль, когда он убеждался, что вообще, если деньги есть, то можно себе позволить все, что угодно. И сегодня он снова в этом убеждается. И война, которую он ведет против Украины, это в значительной мере финансовая операция. У него есть деньги на войну. Он может заплатить за эту войну каждый день. Он может купить себе людей, человеческие жизни, отправить их на фронт, заплатить за это. Пока есть деньги, все в порядке. Это объясняет, конечно, почему многие журналисты, независимые в России, долгие годы занимались именно, так сказать, разъяснением и исследованием коррупционных схем и так далее. Это не только ФПК, Фонд борьбы с коррупцией, а именно многие медиа. Конечно. Да, и сейчас все равно мы находимся в агрессивной войне против другой страны, которая каждый день идет через бомбирование и так далее. Вот разрушаются все структуры страны, люди погибают, собственные люди тоже погибают. И поэтому для медиа сейчас вопрос, как они к этому относятся, как они могут тут какую-то позицию получать или там это освещать. Да? Хотел бы сначала начинать вот с медиа внутри России. Что они что там могут делать? Могут они вообще об этом сообщать, в какой роли, или это будет просто пропаганда, это все продиктовано тем, что как бы дают как информационные политики в кавычках Кремля, или есть там некое, так сказать, все-таки дезомбирование?
Конечно, медиа внутри России понесли огромные потери. Огромное количество людей вынуждены были уехать. Огромное количество людей вынуждены были прекратить работать и искать какую-то другую профессию. Какое-то количество людей, конечно, сдались и стали частью путинской пропаганды. Это очень большой ущерб. Постепенно система независимых российских медиа, к которой можно предъявить много разных претензий, много есть разных сомнений относительно того, насколько совершенны были российские медиа в 90-е годы, в конце 90-х годов, в самом начале 2000-х годов. Но, тем не менее, это была высококонкурентная среда, это была развивающаяся профессиональная среда, и внутри нее существовало много разных центров, которые конкурировали между собой, и это, конечно, очень способствовало тому, чтобы эта профессиональная среда развивалась. С тех пор многое разрушено, многое просто закрыто, уничтожено, куплено за деньги. И в этом смысле история о том, как путинский режим использовал деньги и влияние крупного бизнеса, олигархов, контролируемых этим режимом, использовал для того, чтобы контролировать медиа. Мы знаем много историй о том, как разные предприниматели, близкие к Путину и очень зависящие от Путина, покупали крупные российские медиа не потому, что они хотели заниматься медийным бизнесом, а потому что они получили такое указание, такое поручение в Кремле. Купите вот это и держите это в руках. И они покупали и держали. Коммерсант самый известный такой случай, но совсем не единственный. Это происходило с разными телеканалами, это происходило с, не знаю, известиями. Есть много разных изданий с очень славной историей, которые оказались в этом положении. Но сегодня, когда мы говорим о российских медиа, мы должны понимать вот что. Разрушена инфраструктура, разрушена индустрия медиа. Прежде всего потому, что эта индустрия полностью лишена экономической самостоятельности. Откуда берут свои деньги медиа в нормальной ситуации? От рекламы и от продажи контента. И то, и другое контролируется государством давно. На это ушло 25 лет. Вот это тот самый случай, когда это началось не вчера. А этот рынок, скажем, рекламный рынок в России или рынок дистрибуции разрушался на протяжении 2,5 десятилетий. И я бы сказал, что независимая, качественная журналистика в России, внутри России именно, сегодня, после того, как уехали все те, кто уехали, прекратили работать все те, кто прекратили, и так далее, это персональный гражданский проект. Быть журналистом в России сегодня – это по существу быть правозащитником, защищающим одно из важнейших прав людей – право на информацию, право на мнение, право на высказывание, право на свободу слова. По существу журналист в России в своем личном, единственном качестве оказывается вот таким правозащитником, продолжая выполнять свои профессиональные обязанности. Очень многие работают просто в одиночку. Очень рискованная деятельность. Да, конечно, как любая правозащитная деятельность в тоталитарном государстве, это очень рискованная деятельность. И так же, как рискуют сегодня гражданские активисты, работающие в самых разных сферах, в том, что касается экологии, медицины, образования, я не знаю, прав ЛГБТ, религиозных прав, они очень рискуют, все эти люди очень рискуют. Точно так же очень рискуют люди, которые защищают право на свободу выражения, высказывания, свободу понимания того, что происходит, и обсуждения этого. Самые крупные независимые медиа, они переехали. Ну, были выдавлены, можно сказать, должны бежать. Они все-таки реэтаблировались, они восстановились. «Дождь», «Медуза», «Докса», «Медиазона», многие другие, «Новая газета». У них все-таки другие шансы.
другое положение. Для кого они должны сегодня работать? Есть некая международная часть, и есть люди из России, и есть люди в России. Как они могут там ориентироваться, и что, так сказать, для них возможно? Ну, я начал бы здесь с того, что сказал бы, что этот процесс не закончился. Нельзя сказать, что вот был какой-то период, в течение 1 года или 2 лет, какие-то медиа переехали и устроились на новом месте и продолжают работать. Это очень динамический процесс. И мы еще увидим там много потрясений. Кто-то закроется, кто-то откроется, кто-то объединится, кто-то изменится, кто-то переформатируется. Все это продолжает двигаться, и с каждым днем в этой сфере есть какие-то новости. Так что нельзя относиться к этому как к какому-то закончившемуся событию. Проблема аудитории, конечно, важнейшая проблема. И журналисты ее очень хорошо осознают. И тогда, когда журналисты собираются на какие-то свои профессиональные обсуждения, на какие-то конференции, когда идет общение внутри этой профессиональной среды, это то, что обсуждается больше всего. Кто наша аудитория? И как сделать так, чтобы наша аудитория не разделилась на 2 отдельные, изолированные аудитории. Одну внутри России и другую вне России. Как сделать так, чтобы это по-прежнему была одна среда, связанная в данном случае русским языком и связанная общими интересами, общими событиями? Это очень сложная задача, которая каждый день становится все более и более сложной, опять-таки, благодаря осознанной деятельности путинского государства, который последовательно разрушает системы коммуникаций. Каждый день происходят какие-то новости, еще что-то заблокировано, еще что-то перекрыто. Замедлен YouTube, запрещен Facebook и так далее. И это будет продолжаться все дальше и дальше, все больше и больше. И это та техническая сторона дела, в которой российские медиа должны все время противостоять путинской агрессии. Агрессия развивается вот так. Она развивается в коммуникационной среде, прежде всего. Кроме того, конечно, очень важная вещь – это поток информации, который не должен прекращаться из России. Именно из России. Из России, конечно. Люди, которые работают в тех медиа, которые находятся за пределами России, они должны получать информацию о том, что происходит в России. Но довольно часто теперь, мы говорили про это, поскольку это очень рискованный вид деятельности, они вынуждены работать с фрилансерами, с корреспондентами, которые остаются анонимными или работают под псевдонимом, в партизанских условиях, работают в России. Ты сам, твоя команда, твои партнеры, вы хотя бы раз в году собираете вот всю эту среду на большие конференции журналистов. И я помню, что 1,5 года или 2 тому назад там был большой спор о том, есть ли у журналистов в это время и в такой ситуации военной некая общественная задача. Такая, так сказать, совместная, как отрасль, совместная задача, например, противостоять диктатуре, противостоять войне и так далее. Тогда они не могли договориться. Почему так? И изменилось это с тех пор? Конечно, ситуация, в которой мы работаем, и вот эти трагические события последних уже 10 лет, не 3 лет, а 10 лет, не могут не отразиться на том, как журналисты осознают свою роль и свои обязанности в этой ситуации. Конечно, легко обвинить сегодня в том, что журналистика становится более активистской, что в ней в каких-то ее элементах появляются там партийные элементы. Потому что действительно некоторые из медиа фактически являются еще и центром политической активности. Ну, понятно, что речь идет о ФБК, понятно, что речь идет о довольно большом таком медийном конгломерате, который
организован Михаилом Ходорковским. Но не только они. Вот возьмем, скажем, очень известное, очень хорошее, очень профессиональное медиа под названием «Медиазона», которое занимается всем, что связано с нарушениями прав человека в области судов, тюрем, полиции, спецслужб, разного рода силовых служб в России и так далее. В сущности, их деятельность очень близка к правозащитной, потому что они добывают эту информацию, делают ее публичной, пытаясь защитить этих людей, которые оказываются жертвами этой системы, и обвинить, аргументированно обвинить, профессионально, ответственно обвинить тех, кто нарушает права человека в силовых структурах в России. И действительно, их работа, она как бы на грани между журналистской работой и правозащитной работой. И таких медиа немало, которые занимают абсолютно в этом же положении те медиа, которые связаны с, скажем, экологической тематикой. Вот есть очень хорошая медиа, которую я очень люблю под названием «Кедр» в России. Да, они пишут про экологические проблемы чаще всего. Вот сейчас они делают там огромный проект, посвященный вот этим танкерам, которые потерпели катастрофу в Черном море, и это действительно совершенно колоссального масштаба катастроф. Но по существу они занимаются этой историей, они обязаны объяснить, откуда там взялись эти танкеры, а что они везли, а куда они везли, а почему они там везли. Это же часть всей военной путинской инфраструктуры, это часть огромного политического кризиса, к которому привела путинская агрессия. И они, занимаясь этой экологической историей, несомненно, занимаются и политической, и в какой-то мере правозащитной деятельностью, объясняя, что вот это следствие агрессии. Так что, да, очень мало, так сказать, догматического осталось в работе русских медиа. И здесь действительно и этические проблемы, и профессиональные проблемы психологии журналистики, и взаимоотношения между социальной средой и журналистикой. Все это очень быстро меняется и реагирует на изменения среды. Среда меняется за счет того, что, в принципе, сейчас каждый может быть, ну, хотя бы быть большим информантом, да, вот через социальные сети и так далее. Успешные блогеры, а то один из них, да, а там же, не знаю, Максим Кац, там Екатерина Шульман, Плющев, Михаил Наки и другие, они собирают сотни тысяч зрителей, и у них выходит, что реальное влияние, но при этом они не только журналисты. Они политологи, они еще и, так сказать, даже участвуют как политики иногда. Я думаю, что важнейшая роль, которую они выполняют, это то, о чем мы немножко уже говорили. Это поддержание связности среды. Потому что у всех этих людей, которых ты назвал, и еще можно назвать 50 имен, людей очень активных, успешных, с большими аудиториями и так далее. Их аудитория не разделена. Нельзя сказать, что они работают на тех, кто уехал из России, или на тех, кто остался в России. Они работают на эту аудиторию в целом. Путин пытается разорвать ее блокировками интернета, запретами Ютуба и так далее. А они по существу сопротивляются этому. И их аудитория по-прежнему связана. И эта пропорция все время меняется, но все равно всегда больше половины аудитории, мы это видим, больше половины аудитории – это аудитория, которая внутри России. А сейчас, когда блокировки стали особенно жестокими, мы видим, какое огромное количество людей стали учиться обходу этих блокировок и используют всякие VPN, используют разные специальные технические возможности для того, чтобы сохранить эту связь. Это очень важная роль. О чем бы они ни говорили. Они могут говорить о науке, они могут говорить об искусстве, они могут шутить,
они могут делать все, что угодно. Но это очень важно. Они поддерживают эту связь. Они не дают создаться ситуации, которая бы совсем уже была похожа на ситуацию там, 60-х и 70-х годов, когда иммиграция означала смерть. Человек уезжал из страны и исчезал навсегда. И никакой связи с ним не было. Только вот «Голос Америки» и «Радио Свобода», сквозь эти глушилки ночью можно было услышать какие-то голоса. Но это была эфемерная связь, и ее поддерживало очень небольшое количество людей. Сегодня это массовое явление. Сохранение единства российского оппозиционного общества внутри и вне России. Год тому назад мы напряженно обсуждали вопрос, а что если будет блокирован YouTube? Он так и не заблокирован, его замедлили, да, но он есть. Ты же ждешь вот эти блокировки, и если она случится, она будет менее опасна, чем тогда, когда сейчас целый год прошел подготовки как бы к этому сценарию. Да, это по-прежнему возможно, и ситуация становится все сложнее. Другое дело, что действительно много людей научились этому сопротивляться за это время. И сегодня мы видим, можем с помощью всяких косвенных статистических измерений понять, как много людей пользуются VPN-ами, обходами блокировки и так далее. Много народу. И крупные производители YouTube-контента говорят, что их аудитория упала гораздо меньше, чем они рассчитывали. Разница совсем не такая драматическая, как они опасались, когда начались вот эти действительно серьезные усилия путинского государства к тому, чтобы заблокировать YouTube. Падение есть, но оно не драматическое. И видно, что люди стараются обойти. Вот это две концепции, которые сегодня соперничают. Я думаю, что когда будет следующая конференция, мы будем это обсуждать. Как правильно? Одни говорят, давайте придумывать другие способы контакта с аудиторией. Давайте этот контент перенесем в Telegram или в какие-то альтернативные социальные сети. Как-то раз нас здесь закрывают, мы уйдем куда-то в соседнюю дверь. А другие говорят, нет, давайте помогать людям обходить эту блокировку. Пусть они сопротивляются, пусть они прилагают усилия, пусть они учатся и продолжают искать доступ к нужной им информации, к нужным им блогерам, аналитикам, журналистам, политологам, кому угодно. Пусть они участвуют в этом процессе. Не просто вот клиент сидит, и ему приносят его информационную еду. Как-то слева не получилось пронести, ну, принесем справа. Или сзади принесем. Нет, пусть он старается, пусть он тоже участвует, пусть он будет активным участником этого процесса. Вот два подхода, которые сейчас как-то соперничают в журналистской среде. Я думаю, что будет и то, и другое. Но пока, во всяком случае, сопротивление продолжается. И это сопротивление не только журналистов, которые пытаются протолкнуть свою информацию к аудитории, но и сопротивление аудитории, которая пытается получить свою информацию, сохранить свои информационные привычки. Это очень важно. Это очень важно и в социальном смысле. Потому что это форма сопротивления сегодня. Это форма своеобразной гражданской активности, гражданской мобилизации, которая важна и интересна сама по себе. Российские журналисты должны быть, кажется, тоже заинтересованы в том, чтобы демократия и институции сохранились тоже в тех зарубежных странах, где они находятся, так сказать, их иммиграции. Да? Да. Мы видели здесь как раз в Вене, как под удар попал известный исследователь Христо Грозев из Bellingcat, который работает много лет вместе с The Insider. И с другими российскими медиа тоже. Да. И это получилось так, что российские спецслужбы работали с какими-то участниками здесь, тоже почти государственными, и даже вот вошли в его квартиру. Сейчас он здесь быть не может.
На что здесь должны обратить внимание российские журналисты здесь? Могут ли они тоже стать частью вот этой силы, которые вот это сопротивление, разрушение таких институций, могут они стать частью вот этой? Ну, я здесь, лично я, нахожусь в меньшинстве, потому что я на этот вопрос отвечаю «да», но совсем не все мои коллеги так на него отвечают. Мне кажется, что и в том, что касается политических инициатив, российское сопротивление, российская иммиграция должна гораздо больше работать с политиками и с гражданской средой в тех странах, где она находится. Вот, скажем, нам предстоит 1 марта большой марш, большая демонстрация в Берлине. Это уже не первый раз там происходит. По инициативе нескольких политических лидеров, там и Юлия Навальная, и Яшин, и Карамурза. И они обращаются к Путину из Берлина и требуют что-то от Путина. И обращают свой гнев на Путина. Мне кажется, что они совершенно зря пренебрегают возможностью обратиться к европейским властям. Есть о чем с ними говорить. И совсем не только о том, чтобы они там создавали какие-то условия для русской оппозиции, там, не знаю, раздавали визы или какие-то пособия, или статус беженца, или что-нибудь вроде этого. Нет. Речь не только об этом. Об этом, может быть, в последнюю очередь. А в первую очередь о том, что сегодня европейские власти постепенно привыкают к тому, что, может быть, им придется снова разговаривать с Путиным и его режимом. Может быть, придется вести переговоры, может быть, придется что-то уступить, может быть, придется опять относиться к Путину как к политику, а не как к убийце. А к российским дипломатам относиться как к честным, благородным дипломатам, а не как к пропагандистам и пособникам террористического режима. И мне кажется, что давление русской оппозиции и медиа тоже часть общества, и медиа может развивать давление на политиков, это одна из задач любых медиа, должно быть обращено и на политиков европейских, с тем, чтобы они прекратили разговаривать с Путиным как с честным партнером, он не является честным партнером, чтобы они больше внимания уделяли тому, как работают или не работают санкции экономические. Мы говорили про это, что у Путина есть деньги на войну, у Путина много денег, он может заплатить за войну. С этим нужно что-то сделать, нужно это прекратить, чтобы у него были проблемы с войной прежде всего. И я думаю, что здесь объектом действия, а если нужно и давления, могли бы быть, в частности, европейские политики, европейские парламенты, европейское общественное мнение, европейские общественные организации и так далее. По-моему, русская оппозиция недостаточно работает в этом направлении. Это мое мнение. Я знаю, что я в меньшинстве. Я знаю, что большая часть моих коллег говорят, нет, что нам разговаривать с Бундестагом или с президентом Макроном? Как-то мы, российские политики, мы должны разговаривать с российской властью. Окей, попробуйте. Но мне кажется, что это явно не вся работа, которую здесь можно делать. И это вполне относится к медиа тоже. Не только к политическим структурам, не только к гражданским инициативам, но и к медиа тоже. Долго нам казалось, что вот такой сильный, возможно, главный источник дезинформации – это именно вот гибридная информационная война со стороны Кремля. И сейчас мы видим, что таких источников стало много в многих странах, даже тех, которые мы считали закрепившимися демократиями. И социальные сети, иногда и собственники, Илон Маск и другие, тоже часть этой проблемы. И на прошлой неделе даже собственник Фейсбука и Инстаграма
Марк Цукерберг тоже сказал, вот факт-чекинг нам незачем больше. Как ты видишь эту тенденцию и где мы еще берем вообще тогда resilience и вообще способность определить реальную информацию и с ней же политически и общественно работать? Это действительно глобальная тенденция, которая шире, чем Россия и все, что связано с Россией. Конечно, кризис вокруг войны России и Украины – это один из очень ярких примеров этих проблем. Но вообще они существуют везде. Действительно, во всем мире огромному количеству людей, огромному количеству потребителей информации становится совершенно все равно, это достоверная информация или нет. И они готовы потреблять равноправно информацию из надежных, проверенных источников и информацию из источников, которые заведомо не заслуживают доверия. И огромное количество людей смешивают это, смешивают знания и мнения, и вообще отказываются верить в то, что существует какая-то истина, что вообще что-то произошло на самом деле. Есть просто тысяча разных мнений по этому поводу, и все они равноправны. Огромное количество людей в мире начинают так относиться к информации. Ну, это мое мнение, а это твое мнение. А правду мы никогда не узнаем. Почему? Правда вообще существует. Истина существует. Событие произошло безотносительно к тому, что мы о нем думаем. Оно есть. Это общая проблема, и давление этого испытывают все мировые медиа, в том числе очень качественные. Крупнейшие мировые агентства информационные, такие как Рейтер, France Press, AP, очень страдают от этого, от того, что их конкурентами оказываются социальные сети абсолютно непрофессиональные, несерьезные и безответственные. Тем не менее, нужно с этим как-то справляться. Это относится и к телекомпаниям, и к крупным газетам. Все страдают от этого. Ну, наверное, этот маятник в какой-то момент должен качнуться в другую сторону. И политики, которые пользуются этим, ну, мы видим Маска и Трампа, мы видим альтернативу для Германии, мы видим целый ряд экстремистских партий по всей Европе, которые пользуются этой возможностью, которые создают огромную волну разнообразной дезинформации, огромное болото этой дезинформации для того, чтобы облегчить себе свою работу с их избирателями. Им в этой среде удобнее, им в этой среде проще. Конечно, именно профессиональные журналисты могут что-то этому противопоставить. И это, собственно, вопрос еще и о международной солидарности. Потому что, скажем, то, что происходит в медиа Центральной и Восточной Европы сегодня, и то, что происходит в российских медиа, это очень связанные вещи. Там очень много похожего. Именно Центральная и Восточная Европа оказывается объектом намеренного давления всяких российских спецслужб и российской пропаганды. Именно туда это направлено. На балканские страны, на Венгрию, на Словакию, на Австрию. И здесь возможность сотрудничества, кооперации, коллаборации, какой-то солидарности между журналистами разных стран может все-таки усилить сопротивление. Этого может оказаться недостаточно. Это слишком большая, слишком широкая тенденция. И действительно, здесь мы противостоим не только злодеям, не только намеренной пропаганде, но противостоим еще и заблуждениям огромного количества людей, которые приняли легкость, с которой они получают эту информацию из социальных сетей, перепутали эту легкость с надежностью. Им кажется, что если так просто найти сведения, мнения о чем угодно, то как-то можно и не заботиться об источниках и так далее. Я думаю, что медиа будут сопротивляться, это для них вопрос жизни и смерти, и вот эти крупные агентства, крупные газеты, телекомпании будут сопротивляться и пытаться настаивать на своем, на том, что они профессионалы, и они заслуживают большего доверия, и их экспертиза
важна. Но это будет непросто. И я думаю, что нас ожидает несколько лет, в этом смысле очень тяжелых, когда эта тенденция будет расширяться. И будет все больше и больше информационного мусора, с которым придется бороться, он будет затапливать нас со всех сторон. Что мы увидим существенно в этом году? Какой тебе прогноз и какая у тебя личная цель за этот год? Ну, моя цель, наверное, попробовать расширить это сообщество журналистское, с которым я работаю. И мне кажется, что это очень важно, и мне самому это очень интересно. А прогноз очень трудный, потому что действительно люди, Европа, прежде всего в целом, очень устала от войны, очень устала от противостояния. И будут попытки как-то уговорить агрессора. К сожалению, в человеческой истории это уже было несколько раз, и это всегда кончалось очень плохо. Эти попытки будут, и это будет легкомысленно и безответственно, когда политики будут говорить: ну, хорошо, ну, сейчас мы остановили, ну и слава богу, пусть оно так остается. Ничего не остановится. Я думаю, что ни о каком мире в Европе говорить сегодня невозможно. Можно говорить только о паузе, которая выгодна той или другой стране. И Путин очень хочет паузы. Зачем ему нужна пауза? Чтобы продолжать войну. Путин никогда не вел и не предлагал и не собирался вести никаких переговоров о мире, потому что мир ему не нужен. Ему нужна война. Но напротив его есть достаточное количество политиков, которые надеются, что, может быть, как-нибудь обойдется. Может быть, можно как-то остановить, затормозить, заморозить, закрыть подушкой. Знаете, есть такой способ. Положить сверху подушку. А что там под ней, под этой подушкой? Какое чудовище там под ней лежит? Это, ну, может быть, не мы, может быть, кто-нибудь после нас будет с этим разбираться. Это очень опасная, трудная вещь, и именно этому будет посвящен весь год, который начался сейчас. Спасибо большое, Сергей. Это был Сергей Пархоменко в гостях у Делибюро Вена. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Штефан. Очень рад быть здесь, очень рад этим вопросам и познакомиться с вашей аудиторией. Спасибо.